Привет, друзья! Сегодня у нас очень вкусный рецепт, простой. Нам понадобится пару картошек, морковка и пару яиц. Это основные ингредиенты, из которых мы приготовим за считанные минуты такую вкуснятину. Давайте начнем. Первое, что нам надо, это 2 яйца. Берем 2 куриных яйца, отделяем от скорлупы, и нам надо их хорошенько взболтать. Для этого я беру венчик и быстро-быстро взбалтываю. На самом деле рецепт очень простой, несмотря на то, что он выглядит шикарно, конечное блюдо, и готовится на самом деле просто. Далее нам надо картошка. В моем случае я взял 3 небольшие картошины. Картошки я разделяю на 6 равных частей примерно. Картошечку пополам, потом еще пополам и на 3 части. Такой метод, на мой взгляд, самый идеальный, чтобы картошка быстро варилась. А мы ее нарезаем как раз таки для того, чтобы ее сварить. Картошка нарезана, отправляется в емкость, где будет вариться. Но перед этим хочу показать вам еще несколько рецептов. 2 рецепта из картошки. Очень вкусные, на мой взгляд. Эти рецепты будут в конце ролика и в описании. Кому интересно, переходите, смотрите. Далее у нас идет 1 средняя морковка. Я ее разделил вдоль и нарезаю на небольшие фрагменты. Почему нарезаю на небольшие фрагменты? Чтобы она вместе с картошкой сварилась в одно время. Обычно морковка варится дольше. Все это заливается водичкой и отправляется на огонь. Перед этим чайная ложечка соли. Пока у нас картошечка варится, мы сделаем шикарный соус к нашему блюду. Для этого я беру 2 столовые ложки сметаны, 1 майонеза, беру укропчик. На самом деле зелень можно брать абсолютно любую. Сюда отлично подойдет еще и петрушечка. Но укропчик очень даже шикарно здесь смотрится в этом блюде. Чуть-чуть сольки. Наш соус чуть-чуть черного молотого перца. Все с любовью перемешиваем. А теперь я хочу познакомить вас со своим любимчиком, рыжиком, который передает вам большой-большой привет. Далее идет та самая сочная ароматная петрушечка. Петрушка нарезается, быстро нарезается. Мельчить особо не надо. Она для этого блюда подойдет и средней крупности нарезки. Все отправляется на нож и идет в наш салат. Следующий ингредиент, который очень прекрасно сочетается в этом соусе, это зубчик чеснока, который натерт на мелкую терку. На самом деле это средняя терка. Вообще не чувствуется чеснок, так что можно не бояться и смело добавлять. За это время картошечка уже сварилась, морковочка тоже разварилась. Добавляем кусочек масла, примерно 60 грамм, и толкушечкой все измельчаем. Картошка разварилась лучше, чем морковь, поэтому надо было хорошенько потолочь все это дело. Далее у нас идет зеленуха в виде сочного зеленого, наполненного витаминами лука. Лук порезан и отправляется в наш состав из картошечки и морковочки, где он соединяется в
вкусом, цветом и запахом воедино. Далее я добавляю крахмал. В моем случае это кукурузный крахмал 3 столовые ложки с горочкой. Все это дело перемешивается. И пока перемешивается, разогревается сковорода, где кладется кусочек 60-граммовый сливочного масла. Я использую масло наибольшей жирности, которое я нашел, 83,5%. Далее прекрасно сочетается с маслом на сковороде именно чесночок. Я взял 3 зубчика чеснока, нарезаю не очень мелко, но когда он соединяется на сковороде с маслом сливочным, именно сливочным, вкус просто улетный. Отправляем чеснок на сковороду и буквально считанные мгновения, и наш чесночок будет готов. Но перед этим я засыпаю еще зеленый лучок, который у нас остался еще от соуса. Можно также использовать вместо зеленого лука головку обычного лука. Вкус будет примерно тот же самый. Далее, то, что у нас получилось вкуснятина на сковороде, это все отправляем в общую емкость с картофелем, где все перемешивается. Наш рецепт уже практически готов. Осталось только на поверхности чуть-чуть взять муки и выложить туда массу, которая у нас получилась. Нам осталось только сформировать красивые штучки, и у нас практически уже готов вкусный рецепт. Я добавил муки, друзья, и муки следует добавлять до той степени, пока наша картофельная масса перестанет липнуть к рукам. У каждого это будет своя консистенция, поэтому объем муки я не называю. Тут все зависит от многих факторов, как вы понимаете. Я сформировал вот такую пирамидку и ее разрезаю ножом на примерно равные фрагменты. У меня получилось 9 таких равных фрагментов. Один кусочек я беру, раскатываю руками. Руками лучше всего, через них передается ваша энергетика, ваша любовь. И вы делаете заготовочки вкусные той формы, которой хотите. В моем случае это треугольнички. Я взял панировочные сухари, взял смесь из яиц, которую мы делали в самом начале. И теперь наши ароматные вкусные треугольнички щедро и обильно покрываются массой из яиц и лука. Далее сверху посыпается панировочными сухарями. Панировочные сухари впитываются в массу из яиц и лучка, и получается вот такая хрустящая корочка, которая вот прекрасно будет сочетаться в этих треугольничках. Далее берем подсолнечное масло, разогреваем сковороду и отправляем, переворачивая, тут очень важный момент, переворачивая сухарями вниз панировочными наши треугольнички. Далее верхнюю часть мы точно так же промазываем яичным составом и далее панировочными сухарями. Пока мы проделывали эту операцию, я поставил под крышку на пару минут, и мы сделаем еще третье
блюдо. Это будет салат. Салат вкусный, весенний. Я взял листья крупные салата, немножко их измельчил и отправляю в емкость. Далее беру 2 яйца, куриные яйца, которые сварил вкрутую. Яйца очищаются от скорлупы. Ну, на самом деле у меня эти 2 яйца остались от Пасхи, поэтому они такой необычный окрас имеют. И яйца я нарезаю точно так же, как и картофель, сразу пополам, потом каждую пополам и еще пополам, и потом еще на 3 части. Так, мне кажется, оптимально нарезать как картофель, так и яйца. Яйца нарезаны и отправляются к салату, где добавляется чуть-чуть соли. Я использую крупную морскую соль. Также добавляю перец. Пока я проделаю эту операцию, низ уже готов. Нам надо перевернуть наши вот такие вот красивые штучки. Далее я нарезал петрушечки и беру 2 столовые ложки уксуса. Но не забудьте его разбавить хорошенько водой. В моем случае это яблочный уксус был. Далее на крупной терке я нарезаю 1 яблоко. Не нарезаю, а натираю. Добавляю его в салат. Нам понадобится сок 1 небольшого лимона. Я разрезаю лимон напополам. Беру вот такую красивую штучку и при помощи нее извлекаю сок. У нас, друзья, почти все готово. За несколько минут мы приготовили вкусные картофельные штучки. К ним мы приготовили специальный соус и почти приготовили салат. И это все буквально за пару минут, друзья. А как это вкусно, ну, вы сами узнаете. Я еще добавляю чуть-чуть сливочного масла, а не сливочного, а подсолнечного масла. Оливковое масло тоже будет хорошо. На самом деле я люблю масла холодного отжима. Салат перемешивается, салат готов. Далее нам надо на бумажное полотенце выложить наши уже готовые треугольнички, чтобы лишняя масла впиталась в бумагу. И теперь уже все готово к дегустации. И посмотрим, насколько все пропеклось, насколько стало вкусно. Салат тоже готов. И соус уже на нашей тарелочке. Разрезаю 1 треугольничек, чтобы посмотреть, как он выглядит в середине. Очень достойно. И теперь надо пробовать.